Всем привет! Меня зовут Кристина, и в этом видео я хочу поделиться с вами всем тем, что я успела сделать в 2023 году. В основном это будут швейные проекты и, наверное, буквально один проект, связанный на крючке. Проекты, которые я начинала вязать на спицах, к сожалению, окончены пока не были, и либо перейдут уже в следующий 24 год, либо отправятся в распуск, потому что на спицах я вяжу достаточно недолго, максимально не идеально, но посмотрим, что будет. Маленький дисклеймер. Если вам покажется, что мои изделия в чем-то не идеальны, если вы заметите какие-то огрехи, недостатки, знайте, вам не кажется, они действительно далеки от совершенства. Шитье и вязание — это мое хобби, я любитель, поэтому я даю себе полную свободу действий, позволяю себе ошибаться, делать какие-то несуразные вещи. Так или иначе, я надеюсь, что мои изделия придутся вам по душе, хотя бы парочка. Давайте начинать! Думаю, что показывать я буду все не в хронологическом порядке, поскольку довольно смутно помню, что зачем шилось и создавалось, но я думаю, возражать никто не будет. Поэтому давайте начнем с первого. А первое — это вот такое кимоно, которое совсем не видно в кадре. Я буду показывать все на себе, поэтому вам удастся все рассмотреть. Материал выбрала достаточно спорный, поскольку это не агара, и, если я не ошибаюсь, это стопроцентная синтетика. Скажу честно, я была очень удивлена, потому что в носке материал оказался достаточно приятным. Я носила его в достаточно сильную жару, но было очень комфортно. Носила в основном с шортами, с сандалиями, с вязаной ротанговой сумкой. Мне очень нравилось. В тот момент, когда я шила это кимоно, у меня еще не было оверлока, но в целом на самом деле материал и не требовал никакой обработки, поскольку он совершенно не осыпается. Чисто ради успокоения души я решила обработать его оверлочной строчкой на машинке. Получилось вполне себе симпатично, как по мне. Раз уж мы окунулись с вами в лето и вынырнули из этой зимней стужи, давайте там и оставаться. И я расскажу вам о муслиновом платье с довольно-таки провокационным декольте, но, скажу честно, я такие декольте обожаю. Меня хлебом не корми, дай поносить. Сшито оно из такого яркого синего муслина с принтом под Диор. Очень симпатично, такой чернильный вариант, мне очень нравился. Полотно очень яркое, красивое, дышит, как и любой муслин, но в отличие от стандартного муслина, здесь идет, знаете, такая выделка ромбиками, очень прикольно, интересно. Я успела выгулить это платье на море, когда мы с моим молодым человеком ездили в командировку, но пока кто-то работал, кто-то отдыхал и носил красивые платья. Когда мы гуляли в выходной день, к нам подбежал маленький мальчик и сказал, что у меня очень красивое платье, что, естественно, было максимально приятно, я была очень польщена. Я вспоминаю этого мальчишку и улыбаюсь неизменно. Предлагаю постепенно выходить из лета и продвигаться в более прохладный сезон, но не менее колоритный. Я хочу показать вам свой единственный вязаный проект, но он получился максимально ярким,
знаете, такое мексиканское настроение. Надеюсь, вам понравится. Это вот такой жилет из бабушкиных квадратов. Пожалуйста, не обращайте внимания на эти макарошки, поскольку, скажу честно, я заправила их не все, и, возможно, так и не буду заправлять. Я вязала его очень долго, и на самом деле готов он был уже, наверное, даже в 22 году. Но он очень долго лежал без дела, потому что я не могла придумать, как обработать проймы, как обработать горловину и как обработать низ. В какой-то момент, я помню, что я как раз вернулась от родителей в Петербург, я просто открыла шкаф, посмотрела на этот жилет, и меня озарило. Я просто обработала проймы и горловину, если не ошибаюсь. Я не помню, чем я обработала. По-моему, это столбики с накидом, наверное. Да, возможно, это столбик с одним накидом. Плохо видно. И низ я обработала вот такой резинкой, к слову, на спицах. Это было очень неожиданно, но я думаю, что это было максимально удачное решение. Если бы я добавляла такую же резинку по горловине, по пройме, он бы получился очень неудобный. Голова бы просто не пролезала, а на руках, соответственно, он бы очень сильно торчал. Поэтому, мне кажется, такой вариант обработки оптимальный, очень удачный. Ну, а от жилетки, если честно, я вообще в восторге. На самом деле, когда я закупала пряжу, я планировала более пастельные приглушенные цвета, но получились они по факту очень яркие, даже в чем-то вырвиглазные. Эта жилетка на самом деле не нравится почти никому в моем окружении, кроме меня. Мне очень нравится. Такой яркий, приятный. Иначе это получились не зефирки, это получились яркие карамельки. Я довольна. Давайте дальше. А дальше был он. Апельсин, мандарин, называйте как хотите. Возможно, вы можете назвать его апельсиновым шкафом, потому что это он и есть. Это огромный оранжевый жакет. Когда я шила этот жакет, знаете, меня одолевало такое апельсиновое настроение. Мне хотелось оранжевого цвета везде и во всем. Я постоянно носила свой оранжевый джемпер, часто носила свою жилетку, опять же, с оранжевыми вкраплениями. И решила, что в целом к этой жилетке отлично подойдет этот жакет, поскольку их можно наслаивать друг на друга, и за счет совпадения цветов выглядит это все очень приятно, симпатично и красиво. Жакет получился просто огромный, скажу честно. Я не рассчитывала, что он будет настолько гигантский. Хотя и в описании выкройки было изначально заявлено, что это оверсайз, но он оверсайзович. Материал максимально сухой, он не поддавался ВТО совершенно, потому что это 100% полиэстер. Я повелась исключительно на цвет, когда я его покупала. Поэтому карманы я утюжила, переутюживала просто миллиард раз. Они получились такие кривые, вы не представляете. Но в какой-то момент я просто бросила это дело и оставила их как есть. Поэтому теперь у этого жакета есть два кармашка уродца. Два кармашка уродца по линии талии. Один уродливее другого. И один нагрудный карман, ну, который, между прочим, наверное, получился самым симпатичным из них. Я даже, возможно, могу показать его вблизи, крупным планом. Мне кажется, выглядит очень классно. И опять же, это максимальный заряд настроения. Меня очень заряжает. Давайте заканчивать с этим оранжевым настроением и переходить к чему-то более пастельному. К
чему-то более пастельному, сказала я, и принесла красную водолазку. Бадлон, называйте как хотите. Эта водолазка стала первым изделием, на котором я изучала оверлок. Я купила его ближе к концу года, осенью. Было очень страшно, не очень непонятно, но очень интересно. И на самом деле все оказалось довольно-таки просто, не так страшен зверь. Но, несмотря на то, что оверлочная строчка в моем представлении эластичная, поэтому ей и шьют трикотаж. Вот этот подрез, который идет в верхней части, он как будто совершенно не эластичный. Прямо он тянется минимально. Соответственно, когда надеваешь водолазку и начинаешь какие-то резкие движения руками, иногда очень неприятно пережимает по этому шву. Не знаю, с чем это связано, потому что трикотаж растяжимый в обоих направлениях, но случился какой-то косяк непонятный. При этом водолазку все равно можно носить, соответственно, да, в какой-то момент она может слегка подтягивать по этому шву, но не критично. Я ношу, я довольна. Предлагаю продолжить это красное алое настроение еще одной красоточкой. Это вот такая юбка, которая не войдет в кадр, я показываю спинку, не то, вот перед. Юбка сшита по косой. По косой я шила всего 2 раза, и это второй. И это был ад. Не знаю, что я делаю не так, что я делаю неправильно. Правый боковой шов нещадно волнил под коленом. Какая может быть причина? Наверное, что-то растянулось. Я подпорола. Пыталась сопоставить, все это выровнять. Все равно тянет, все равно волнит. Подпорола еще раз. Попыталась сутюжить, хотя вроде бы ничего не растянулось. Сметала заново. Все равно волнит. В общем, эта вся история продолжалась очень долго. В какой-то момент я просто уже устала все это делать. Сначала последний раз. Все равно слегка волнит. Но я забила, скажу честно, потому что, на мой взгляд, в движении это не сильно бросается в глаза. Будем носить более теплый сезон, потому что сейчас, конечно, это совершенно не вариант. Но весна, держись. Как я уже сказала, осенью я купила себе оверлок, а если что-то куплено, значит, нужно это дело отбивать, отрабатывать и учиться. Поэтому я решила сшить себе еще и трикотажный костюм, который состоит из свитшота и коротких шортиков. Знаете, этот свитшот получил у меня кодовое название «Летучая мышь», потому что, ну, просто посмотрите на это. Сейчас его носить будет не вполне удобно, даже если погода будет более теплая, потому что за счет конструкции такой рукав не войдет в любую верхнюю одежду. У меня есть пальто, в целом с похожим кроем рукава, но, скажу честно, я подмерзаю, поэтому пускай лучше ждет более теплой погоды. Повторюсь, это был не просто свитшот, это был костюм, которому я также шила шорты. Возможно, шорты даже шила в первую очередь перед свитшотом. Если свитшот получил кодовое название «Летучая мышь», то шорты получили кодовое название «Подгузники», потому что они действительно похожи. Насчет цвета, насчет того, что у меня уже не хватало материала на карманы. Здесь нет ни накладных карманов, которые шли по модели, нет ни карманов в боковом шве, просто домашние шорты. Ну, получилось забавно, скажу честно. Пока не носила, потому что шила, соответственно, когда было уже холодно. Но, возможно, весной посмотрим, насколько меня воодушевят эти подгузники. Надеюсь, что получится симпатично. И последнее изделие, которое я успела шить, пока изучала оверлок, это вот такая простая прямая юбка из трикотажа, ой, простите, которая уже измялась.
несмотря на то, что я все погладила. В этом сезоне достаточно популярны вязаные костюмы, но в основном они из ангоры, знаете, такие пушистики. Я очень себе такой хотела, но, к сожалению, в вязании на спицах я пока не сильна, а найти именно такой материал у меня не получалось в тот момент, когда мне этого всего хотелось. Они появились только сейчас и довольно-таки быстро везде разлетаются. Поэтому я решила сшить костюм из обычного трикотажа, но на самом деле он получился не очень удачный, поскольку материал довольно-таки сильно пеленгуется, но зато очень приятный цвет, такая мороженка. В отличие от юбки, дошить верх к этому костюму, дошить джемпер я не успела, поэтому пока ношу только юбку. В этой юбке чувствую себя мороженым, знаете, такой клубничкой, вишенкой, малинкой. Изначально я думала, что самым сложным изделием за год станет мой оранжевый жакет, но в конце года я решила его переплюнуть, превозмочь себя и шить что-то более безумное. Я купила себе большой отрез меха и решила шить шубу. Это был такой вызов себе. Я думала, что сошла с ума. Мех я купила в дисконте со скидкой и, опять же, не видя его вживую. По описанию это должен был быть такой сложный цвет тауп. Тауп для меня, в моем понимании, ближе к бежевому. Но меня смущало, что цвет называется лотос. Лотос, в моем представлении, все-таки светлый, розовый, что-то такое. Но я рискнула, заказала. И мех оказался розовый. Совершенно не тауп, но совершенно лотос. Просто посмотрите. Это котеночек, что я могу сказать. Максимальный котеночек. Шубу утепляла, поставила на нее утеплитель Изософт, который изначально шел с ветрозащитой, поэтому ее я не добавляла. Носила эту шубу в минус 25, в минус 30, вот которые у нас были и сейчас остаются. На очень тонкую кофту, очень тоненькую, в которой в пуховике на самом деле холодно. Я не замерзла. Мне было максимально комфортно и даже жарко. Все эти опасения, что в искусственной шубе холодно, совершенно не оправдались. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите. Класс. Считаю, что это шикарно. Просто я даже здесь. Я в мехах. На самом деле мы уже на финишной прямой, и все, что я сшила и связала из одежды, я вам уже показала. Но осталась не менее интересная категория, на мой взгляд, и это аксессуары. И здесь я буду показывать вам не такие стандартные вещи, как шапки, шарфики и перчатки, потому что в этом году их не было. В этот раз я буду показывать вам такую банальную и стандартную вещь, как сумки. И первая сумка, которую я сделала, это вот такая голубая малышка. Возможно, вы видели похожие сумки, потому что на русскоязычном YouTube сейчас довольно-таки много, но на самом деле я сохранила себе мастер-классы на эти сумки, возможно, уже года 3 назад. Были корейские мастер-классы, мне очень нравились эти сумки, они были очень прикольные, необычные. Но я нигде не могла найти такую пряжу. Это трубчатая пряжа, соответственно, вот это такого размера, очень толстая. Ее не продавали нигде. Соответственно, мастер-классы у меня были, материалов у меня не было. Но в какой-то момент в этом году я случайно наткнулась на русский мастер-класс и поняла, что дело-то пошло. Соответственно, и пряжа где-нибудь найдется. И нашлась. Но
На самом деле ждала я ее тоже очень долго. Ее не было в наличии, по крайней мере, в нужных мне цветах. И как только она появилась, я поставила себе оповещение, сразу не заказывала. Сумка получилась очень прикольная. Она мягкая. На самом деле я связала ее не совсем по мастер-классу, она должна затягиваться намного сильнее. Вот здесь поверху. Но я очень часто ношу ее не на длинном ремешке, а в руке. И получается очень удобно. Мне кажется, так даже выглядит еще прикольнее, чем если на длинном ремне. Такая малышка. Всем, кому я показывала, очень нравилось. Мне тоже нравится. Но за счет того, что как раз ношу я ее вот так, и пряжа склонна к вытягиванию, очень часто ручки, соответственно, вот по этим местам, где они крепятся, вытягиваются, нужно это дело подправлять периодически, но вообще не проблема. Мне очень нравится, я кайфую. Классно, мне кажется, классно. Заказала я себе, естественно, не один клубок, а 2. И к голубой малышке связала розовую подружку, сестренку. Вязала уже по другой технике, по другому мастер-классу. Она больше похожа, знаете, она более плотная, больше похожа на такое ведерко. И она за счет того, что более плотная, намного меньше вытягивается, но ее почему-то у меня слегка иногда перекашивает. Не знаю почему, возможно, я что-то начудила, сделала слегка неправильно, где-то, возможно, сделала лишние петли. Эти сумки вяжутся по принципу вязания крючком. Также набираются петли, все как в крючке. Просто за счет того, что пряжа крупная, мне было трудно сориентироваться, несмотря на то, что крючком вязать я умею. Я слегка терялась в этих габаритах, размерах, но я довольна. Несмотря на обилие мастер-классов и того, что такие сумки я довольно-таки в большом количестве видела на Авито, девочки делают, продают, я не видела никого с похожими сумками вживую. Поэтому уникальный штучный товар. И последняя в списке, но не последняя по значимости, еще одна сумка, уже не связанная, а сшитая, и это вот такой оранжевый мастодонт. Несмотря на то, что я говорила, что оранжевое настроение закончилось, нет. Я забыла про эту крошку. Крошку, в которой можно сдавать жилье небольшой семье из 10 человек и с парочкой домашних животных. Она сшита из искусственного меха кудрявого. Как-то давно я купила себе отрез буквально полметра, потому что он был по скидке, и мне очень хотелось попробовать вообще работать с эко-мехом. Но я потом не могла нигде найти себе выкройку для аналогичной сумки, и вот она появилась в этом году, с расчетом на то, что на эту сумку уйдет, по-моему, почти 1,5 метра, если я не ошибаюсь. Ну, метр точно, а у меня полметра. Но я не стала уменьшать масштаб, я решила, что как-то изловчусь, уложусь. Я так крутила эту выкройку, просто я нарушила долевую максимальное количество раз. Ну, нет, не по основным деталям, основные детали у меня получились по долевой. Вот обтачки, боже, вы бы знали. Я уменьшала обтачку, я ее меняла, потому что она не входила. Она должна была быть прямой, под прямым углом. Монетки звенят. Я ее разрезала на 4 части. Каким-то чудом впихнула в свой отрез, была несказанно рада, просто максимально.
Привезла домой, начала шить и поняла, что вторую обтачку-то я не впихнула, и я вообще про нее забыла. Соответственно, все детали я уже раскроила. И вторую обтачку, ну просто вот представьте ее размер обтачки. Вот, да, вот. Настолько она огромная. Я собирала ее из вот таких кусочков, буквально, из вот таких полосочек. Мне кажется, там их миллион просто сшить. Можно нащупать из-за швов. Все-таки есть небольшое толщение, несмотря на то, что я припуски разметывала вручную. Но ничего не видно. Ничего. Это не победа. Еще забыла рассказать вам про косметички. Я шила 3 штуки. И, по сути, на них изучала, как делать стежку. Тренировалась перед шубой. Две штуки я подарила, одну оставила себе. Мне кажется, получились очень миленькие, приятные, удобные, что немаловажно. Поэтому вовсю пользуюсь. Ну, вот такие вышли у меня поделки в 23-м году. Надеюсь, что вам приглянется хотя бы какая-нибудь из них. Возможно, мои изделия вас вдохновят на собственные свершения. Мне было очень приятно поделиться, потому что все-таки любому человеку, который занимается тем или иным творчеством, всегда хочется найти тех, кто разделит его страсть, кто будет солидарен с ним в том, что он делает что-то красивое, приятное. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы вернетесь.